Attention, important information for our English-speaking viewers. We are progressive guys in trend and you hear my voice cloned and translated into English by a neural network. If you want to watch the entire video with this voiceover, the audio track is available at the link in the description. Download it, mute the YouTube and turn it on. And here is a signal for synchronization. Beep! Для непосвященных новичков и просто мимо проходилов, увидевших обложку к видео и с вопросом «Чё это?», кликнувших. Есть такой особый вид технопорно, авиационные двигатели называется. И моделистам оно не чуждо, многие, видя такие фотки, ловили себя на мысли, а неплохо было бы заиметь у себя на полке копию такого. Некоторые конторы пытались их повторить в масштабе, но лучше всех, конечно, получилось у Temp Models. Круче уже не будет. Если поставить этот двигатель в диораму рядом с сушкой, это будет отличное дополнение. Но задумывалась эта линейка как самостоятельно интересные полноценные модели. Ребята выложились на этапе изготовления наборов. А моей задачей было сделать так, чтобы их усилия не пропали даром. Получилось очень даже хорошо. А чтобы у вас вышло еще лучше, сейчас все покажем, ведь Temp Models в эфире. Поехали! Выполняйте левую 10-минутную доработку с рабочим 90, 270. Ленточка для пересека. Сначала новость. Наш магазин теперь есть и на Озон. Заполучить нашу продукцию стало еще быстрее, проще и удобнее. Ссылка длинная, так что ищите ее в описании, ну и на экране есть QR-код. А теперь к движку. Ко мне он приехал в довольно крупной коробке, на которой есть наши соцсети. Подпишитесь на те, на которые еще не подписаны. И у нас есть магазин на eBay со всей нашей популярной продукцией. Все ссылки, как всегда, найдете в описании. Нюанс моего набора в том, что ко мне приехала целиком печатная версия тележки. Ребята решали, что лучше, лить ее или печатать. В итоге все-таки остановились на том, что надо лить. Тем не менее, упаковано все надежно и ко мне приехало без повреждений. Состав деталей литьевой версии не изменится, а сам движок как был печатным, так и останется. А это значит, что главной задачей при подготовке набора будет отделение движка от поддержек. Ситуация тут, конечно, посложнее, чем была в серии простойки, потому что поддержек кратно больше. А так, как и там, я сначала выкусываю самые контакты питателей, а потом ломаю их опоры. Главное, по-прежнему сохранять предельную внимательность и никакой спешки. Постепенно сверху вниз отламывая и обкусывая опоры питателей, вы открываете новые соединения. Это как уровень за уровнем проходить какую-то аркадную игру, что ли. Лезвие ножа берите новое, чтобы было максимально острым. Прямо в процессе съемок двигатель обновили и чуток уточнили, так что я повторил откусывание дважды. В первом подходе потери детализации при откусывании у движка были тут, вот тут и здесь. А во втором подходе вот тут отлетела магистраль, тут и вот здесь. К чему я это все? Да вспоминаем объем поддержек и делаем выводы. Как говорится, не так страшен черт. А все литье отпиливаем от литников пилкой, тут и говорить-то не о чем. Сопланный движок в наборе идет почти такой же, как и наши смоляные сопла для моделей. С такой же крутой детализацией и с чутка упрощенной сборкой. Лучшие на рынке. Кто наши сопла покупает, тот знает. Да и вся остальная детализация набора на уровне. Тележку можно собрать в двух состояниях, сложенной и поднятой. Я выбрал второй. Наши крутые моделеры постарались дать максимум деталей. Двигатель так вообще просто без комментариев. По выкладке сразу понятно, что собирать это все несложно и конструкция интуитивно понятная. Инструкция потребуется от силы раза 2. Я так вообще больше по фотографиям делал. А для сборки использовал гелевый суперклей преимущественно. Подробно останавливаться на сборке я не буду, а буду сразу красить. Что касается покраски, тут вообще можно развернуться на полную, что собственно сейчас я вам и покажу. Покраску начну с тележки и первым делом референсы. Простой вариант — это современный период, где они ярко-оранжевые, преимущественно новые и относительно чистые на вид. Но мне новенькие и чистенькие не очень интересны, тем более, что у меня АО-31 для Су-27, а там временной период и фотографии уже такие, как я люблю. Чтоб с ржавчиной, потеками, грязными пятнами, сколами. Как-то вот так. А еще, если меня не глючит, то стапель немного желтее, чем сама тележка, а этот нюанс я тоже упру. Детали грунтовал черным финишным грунтом. Первым делом я покрасил штоки подъемных поршней.
и рельсы для стапеля, а они сверху не окрашены. Хотел сделать технику с черно-белой подложкой, но с подложкой не получилось. Не, сама-то она вышла хорошо, но все дело в том, что готового оттенка оранжевого у меня не было, я все мешал на глаз. И то, что выходило, мне несколько раз не нравилось, я перекрашивал, корректировал, в итоге ожидаемо подложку всю убил. Но ничего страшного, можно сделать фильтры маслами или постшейдинг. Главная разность оттенков тележки и стапеля получил уже хорошо. В колесах выехал за счет разницы глянцевых черных дисков и матовой синеватой резины. А оранжевый диск крепления колеса к раме сделал с помощью жидких масок, которые я показывал в прошлой серии. А дальше начинается ровно то же, что я проворачивал в серии про аэродромное оборудование. Ссылка сейчас у вас в углу появилась, если вы на ютубе. А так в плейлисте без труда найдете нужную серию. Максимально тонкой кисточкой на полуглянцевой поверхности я делаю сколы маслами коричневого оттенка. Перебрав референсы, я понял, что интенсивность сколов уменьшается от верха к низу, то есть стапель у нас самый ободранный, а рама телеги наименее ободранная. Теперь беру черное масло и имитирую им потеки от ГСМ и всякую грязьку. Самые обильные и заметные брал с этого референса. Любимые масляные точки, куда уж без них. В местах подвижных сочленений использовал масло как смывку. Попутно рисуя стыки этим подвижным сочленением. Кое-где на плоских поверхностях маслом песочного оттенка попытался сделать выгорание. На этих рельсах все то же самое, кроме чиппинга сколов маслом коричневого оттенка. А теперь любимый простой карандаш, но только после того, как масло высохло и покрыто нужным лаком. Если на графит подуть лаком, то у него испортится блеск. Чиппинг алюминием всяких баков и кожухов тоже в последнюю очередь, иначе лак и им испортит блеск. Весь чиппинг этих рельс в соответствии с референсом делаю только металликом. Теперь беру темную сталь, для того чтобы поверхность рельсы не сливалась с фиксаторами стапеля. И хоть оттенок этот не самый удачный, после матового лака я своего добиваюсь. И продолжаю красить всякие детали. Эту резиновую прокладку я сделаю более глянцевой, чем поверхность стапеля, чтобы она немножко выделялась.
после покраски обилия мелких деталей тележка выглядит уже нифига не просто и очень даже интересно. Теперь немного акробатики. Нужно нанести суперклей и пока он не схватился, успеть выставить фермы в нужное положение. Ну, в принципе, у меня получилось сразу же. А чтобы не отломать их вместе с местами крепления от вертикальных нагрузок, вставляю кисточки. Для склейки стапеля возьму эпоксидный клей. Он сохнет минут 5. Этого вполне достаточно, чтобы все состыковать и выровнять. И наша тележка готова. Интересная кракозябра. Так-то ее используют не только для установки или замены движков. Недавно она засветилась при подвеске FAB 3000 с МПК. Может быть и такое сделаем когда-нибудь, как материала наберется. Ну и теперь главный герой сегодняшнего выпуска. Вот мои основные референсы для него, с которых я буду брать общую картинку. Для начала я совершил набег на темповские запасы наборов Акана и стянул все, что связано с сжженным металлом. Пригодится все, что не в сегодняшнем выпуске, то в будущем на жаропрочках. Покраску сопел я сегодня опущу. У вас в углу экрана сейчас возникла ссылка на серию по соплам Су-27. Ну и в описании она тоже будет. Вот все почти один в один, как в ней. Только в этот раз больше цветастых побежалостей на лопатках. Я тогда говорил, что их не хватает, вот сегодня исправился. Еще отличие в том, что в этот раз стенки форсажной камеры красил этой парой металликов. А стабилизатор пламени вместо зеленоватого от Ганзы сначала задул в титан, а потом покрыл неглухим слоем белого цвета из набора. Потом покрыл матовым лаком и получил прям поверхность металла, находящегося в сильных температурах. Внутренние лопатки в этот раз красил только в пурпурный, без синевы. Стыки и швы на поверхности форсажной камеры очень интересные. Это комбинация темных полос в центре с яркой окантовкой по краям и блестящими квадратиками. Там, где синие побежалости, и окантовка у стыков тоже ярко-синяя. Что ж, берем старую легированную сталь, маскируем все, что должно быть ярким, и наносим ее. Потом маскируем темную полоску в центре и делаем ярко-синюю окантовку. Ну то есть полоски масок чуть уже, чем толщина швов. А потом уже стыки маскируем целиком. Ну то есть я защищаю ярко-синюю окантовку тоже. И я решил попробовать такой вот синий маркер. По сути это тот же LP41 от Tamiya, что я дую аэром. Усаживается как акриловый Пацифик. Можно, кстати, надавить каплю и красить прямо кисточкой. Для горелого оттенок не очень, блестит по автомобильному. Хотя это легко исправляется слоем хорошего матового лака. Вот так он больше годится под мои задачи. Теперь масками делаю отступы от стыков, а остальное натираю горело-синим пигментом. Пигмент закрепляю матовым лаком. Это чтобы получить разные полосы горело-синего. Хотя по цвету я больше попал вот в этот референс. Сейчас я уменьшу насыщенность. Для этого я использую главных сегодняшних помощников. Это импортозамещенные жижки для чиппинга. Полный аналог АК. Отлично работали на акриле, теперь я потестил их с металликами Акана. Работают также хорошо и еще и с ганзовскими металликами. А, кстати, еще это полукольцо не горело-синее. И через эту же жижку я наношу пятен хрома. Один полупрозрачный слой, и горелость становится вот такой вот шумновато-грязной и менее насыщенной. У стыков бликует ярко-синяя окантовка, в центре темная полоса, прям все как я хотел. Далее движемся по двигателю. Грунтуем финишный черный глянцевый грунт. И для создания текстуры всего корпуса мне потребуется эта батарея металликов. Там, где мне нужен был бесцветный металлик, я брал алюминий. А еще переднюю часть корпуса тонировал в золото. Масляный бачок красил самым ярким оттенком титана. А еще в этот раз я между слоями чиппинга не наносил никакого лака. Ну а теперь все нагляднее. Начнем с этой чашеобразной секции, и в качестве базы я наношу легированную сталь. Делаю ее поверхность горелой, нанося через чиппинг полупрозрачные слои золотисто-горелого. Смываю жижку для чиппинга. Больше слоев золотисто-горелого, более горелая поверхность. А еще через чиппинг фигачить его пятнами.
Также через чиппинг в область вот этих кругляшей сварки я добавляю пятна побежалости коричнево-вишневого. Смывая чиппинг, делаю края этих пятен рваными, и получается очень красивая горелая поверхность. Финишировать ее нужно пятнами золотисто-темного металлика. Я же делаю ошибку и беру Bird Metal от АК и наношу его сплошным слоем через жижку для чиппинга. Смыв жижку, я понимаю, что получил слишком зеленоватую и слишком тусклую поверхность. Потом исправлю, перекрасив, ну а пока что эту секцию готовлю под синие побежалости, нанося бесцветный металлик, подложку. Базовую текстуру всего остального корпуса движка делаю этой троицей. Яркая легированная сталь — это как базовый слой. Поверх него через жижку для чиппинга наношу слой яркого титана, чтобы получить яркие вкрапления. Повторюсь, я уже не использую слои лака между слоями чиппинга. И легкий слой этой стали, чтобы добавить темную текстуру вкраплений. Рекомендую посмотреть серию про жаропрочные капоты двигателей, там про чиппинг подробнее. Супер титаном задую базу для передней пары колец, ну а так взял его, конечно, в основном для масляного бачка. Маслобак по-правильному. Этим АК задул лопатки и кок турбины спереди, но лучше дуть его в последнюю очередь, я его пальцами сотру и перенакрашу. У меня в черном грунте остались только узлы, которые нужно задуть бесцветным металликом. Теперь я решил перекрасить чашу и заодно начинаю тонировать корпус. Для тонировки использую золотистый горелый. Сначала пара легких полупрозрачных слоев через жижку для чиппинга на весь корпус. Еще пару слоев в самой широкой части корпуса. За ней идет сужающаяся секция в самой середине. Ее я тонирнул парой дополнительных слоев старой легированной стали. И это кольцо еле заметно тонирнул легким слоем вишнево-коричневого через чиппинг. Так, чтобы в глаза прям не лезло, но если приглядываться, корпус выглядел бы круто. И переднюю часть корпуса затонировал золотым цветом отсюда и до сюда. Это вроде корпус турбины низкого давления. Теперь пара колец спереди. По самому переднему внутри идет полоска коричнево-вишневого, обрамленная парой полосок ярко-синего. А большее кольцо такое, с синеватым отливом. Так что полоской скотча уже, чем это колечко, маскируем полоску коричнево-вишневого. И дуем подложку под синий металлик. В малом колечке теперь надуваем ярко-синие окантовки, а в большом делаем синеватый отлив. Попутно прыгаем назад и через чиппинг синим металликом наносим текстуру. Получили окантовку и теперь меняем узкую маску на маску шириной во все это кольцо. Остальное задуваем полупрозрачным слоем легированной стали. Очень даже попал, что скажете. И корпус покрашен, осталось покрыть его слоем матового лака. Ну что сказать, я немного психанул. Выделил масками все стыки и швы на корпусе. И задуваю сначала в бесцветную алюминиевую подложку. Почему не кисточкой покрасил? А дело в том, что стыки тут хитрые. По бокам у каждого стыка есть бесцветные яркие полоски металла. Покрасить аккуратно их кисточкой я не смог бы. По мне проще сделать ровный отступ масками и задуть аэром. И у многих есть темная полоска в центре, как я делал на форсажной камере. Тут тоже придется повторить. Этот стык прям такой же, как я делал ранее. А далее я сдвигаю маски вплотную к стыкам, маскирую отступы. Широкие стыки тонирую золотисто-дымчатым, а те, что поуже, легированной сталью. И там, где ширина стыка позволяет, делаю более тонкую полоску и маскирую середину. Стыки корпуса смесителя чем-то похожи на стыки корпуса форсажной камеры. И красится все аналогично, теперь наношу бесцветным металликом окантовку. Крепление маслобака задуваю в темный металлик, хотя, наверное, правильнее было резиной красить. Красные полоски тоже задувал через маски. Эту магистраль противообледенительной системы я задул золотистой. Регулятор сопла и форсажа имеет более темный оттенок.
Бесцветная подложка хороша тем, что можно тонко регулировать оттенок металлика. И насос-регулятор не составит труда затонировать в тот же оттенок. Добиваю стенки корпуса смесителя, втирая в них горелый синий пигмент. При этом он не затрет текстуру, которую я делал ранее. Теперь моя задача сделать матовым все, что покрашено в бесцветный металлик на движке. На этой фотке хорошо видна разница между блестючестью. И в итоге я прихожу к этой картинке практически с помощью одного только аэрографа. И вот теперь, когда я точно знаю, что лак я больше использовать не буду, время переходить к кистям и деталям. Идея в том, что лак не убьет блеск акриловых металликов, и они на фоне матового корпуса и матовых узлов будут играть на свету. При этом все не сольется в одну сплошную яркую мешанину металлического блеска, и будет лучшее восприятие целой картины. Детальную покраску я, понятное дело, показывать не буду, тут надо очень много времени. А так, покраска кисточкой — это самый нудный из этапов. Самый легкий — это покраска корпуса, а самый сложный — это покраска стыков и сопел. Так вижу. В итоге мне так надоела кисть, что эти заглушки я решил не красить, а сделать из ненужных мне декалей. Запросил у нашего крутого моделера диаметры в 48 масштабе и нарезал. А теперь изолента на этих датчиках и самые маленькие заглушки с маркировками. Что ж, и на этом можно финалить покраску. Все отлично читается, смотрится интересно и сложно, а невооруженным глазом без зума так вообще полный отвал головы. Сопла, камеру и корпус я клеил на эпоксидный клей, чтобы было уйма времени все аккуратно совместить. Потом оставляю минут на 5, чтобы все схватилось. И думаю, самое время напомнить, что этот двигатель и еще несколько других вы можете найти у нас в магазине в 4 масштабах, включая даже 1:16. И такого интересного и вкусного у нас сотни и сотни наименований. Заходите по ссылке в описании, ознакомливайтесь и приобретайте. Там же вы найдете тематический набор Акана из этого ролика. Про наш eBay не забывайте. И про Telegram. Все основные новости, интересности производства и фотки готовых работ из роликов появляются там первыми. Вот такое вот крутое и интересное изделие я в итоге получил. Жду ваши оценки в комментариях. Надо, кстати, уломать парней, сделать пустую мотогондолу и стойки под задомкраченную летаблу, и будет вообще отвал всего. Хотя на полке рядом с самолетом смотрится эпично. Интересный опыт, всем рекомендую. Миньки и тут вполне пригодились. Так, господа, теперь о важном. Если вы видите этот ролик на ютубе, значит у вас и у нас с ним все еще вполне терпимо. А значит, нужно подписаться. Но также вы можете видеть этот ролик и в ВК-видео. Да-да, мы продублировали туда наш канал на случай форс-мажоров. Ссылка есть в описании и сейчас на экране. Так что не пропадем. Хотите эти фотки? Ищите их в наших соцсетях. Ссылки знаете где.
Джентльменский набор: влепить лайк, оставить комментарий и поделиться роликом где-нибудь. А точнее, везде, где только можно. И будете молодцами, а я буду вами гордиться. Что дальше? А дальше я в отпуск, из которого вернусь уже с анонсом нового проекта. Наконец-таки мы до него добрались. А может, сначала анонс, а потом уйду в отпуск, посмотрим. В любом случае, увидимся совсем скоро. Пока.